Арест Зеленской, операция разведки РФ в Украине, реакция Киева, развод с президентом. Что с первой леди и в чем суть? Экстренное предупреждение для Москвы. Зеленский заговорил на русском. Слова для Путина с Банковой. О чем речь? РФ готовит новый удар. Ликвидация сил после налета дронов на Москву. Куда собираются бить? Применено впервые новое оружие. Заявление командования, что на этот раз карты раскрыты. Массовый выезд и эвакуация из Украины. Молдова готовится к наплыву беженцев. И сколько украинцев не вернется в страну? Детали резонансных материалов обсудим. Силовики РФ подняты по тревоге. Спецоперация в Санкт-Петербурге. Новая страна готова вступить в войну. Запрошена помощь у Путина. Срочные переговоры США и Ирана. И кто готовит арест политиков и военных? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Начинаю новую неделю с вами и вновь хочу предупредить тех, кто еще не слышал. YouTube уже неделю барахлит, подбрасывает вам мои старые видео, а новые вы не видите, и это печально. Поэтому, если вы открываете YouTube, а он вам не выдает новые выпуски, ищите их вручную. Они есть каждый день. А также подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы точно ничего не пропустить. Спасибо за поддержку, и я начинаю. В активном поиске Украина, Россия и Европа решают, кто будет говорить от ЕС с Москвой. На кого пойдет выбор? Об этом накануне глава Европейского совета Антонио Кошта говорил с Зеленским. На Банковой надеются, что ЕС найдет достойного посредника. Мы одинаково считаем, что Европа должна участвовать в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе. И стоит определить, кто именно будет представлять Европу. Москва же тоже реагирует на заявление Запада. Там услышали Каю Каллас. Глава европейской дипломатии сама вызывается в переговорщики. Она напомнила, что половину своей карьеры проработала юристом, участвовала во множестве переговоров и умеет распознавать ловушки, которые, по ее словам, Москва традиционно расставляет в ходе переговорных процессов. В Кремле отреагировали на инициативу Каллас и посоветовали ей сразу отказаться от этой роли. Ей легко не придется. Если вы помните, Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого. Карты раскрыты. Украина опубликовала информацию о том, чем била накануне по территории России, в частности по московскому региону. По целям в Подмосковье ударили украинскими системами РС-1 «Барс», FP-1 «Firepoint» и «Барс-СМ» «Гладиатор». Об этом говорится в официальном заявлении Генштаба ВСУ. Там также уточняют, что главная цель — завод «Ангстрем» в Зеленограде, где делают микроэлектронику и микросхемы для высокоточного оружия, и насосная станция — ключевой узел нефтепродуктопровода вокруг Москвы, через который качают топливо, в том числе для армии России, говорится в публикации. Вечером 17 мая Зеленский записал новое видео из-под стен своего офиса, в котором вновь отправил посыл Путину. При этом заговорил на русском. Очень коротко. Война вполне предсказуемо возвращается в родную гавань. И это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа. Загарбницькою війною проти іншого народу. Москва уже ответила Зеленскому. В Госдуме считают, что быстрый вариант завершения войны – это ликвидация Зеленского. И не только. Такое заявление сделал лидер «Справедливой России» Миронов. По словам Миронова, единственный способ быстро закончить войну заключается в ликвидации военной и политической верхушки Украины. Надо стереть правительственный квартал Киева и элитный район Конча-Заспа, подчеркнул лидер «Справедливой России». Пора признать этот режим террористическим и начать уничтожать его главарей, где бы они ни находились. Это самый быстрый способ закончить войну. Напомню, буквально на прошлой неделе Зеленский уверял, что Киев получил доступ к российским военным документам, в которых говорилось о том, что Москва готовит удар по центрам принятия решений в Украине. Эту формулировку использовал сам Зеленский. Тогда и говорил, что в планах ВС РФ удар по правительственным зданиям в центре Киева. Украина впервые применила новое оружие. Силы беспилотных систем начали применять «Нурсы». Неуправляемые реактивные снаряды, которыми обычно вооружают вертолеты и штурмовики, но на этот раз с дальнобойных ударных дронов.
Об этом сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди и опубликовал соответствующее видео. Мадяр при этом говорит, что цель такой комбинированной атаки – это удары по мобильным расчетам ПЗРК и пулеметчиков, которые раньше представляли серьезную угрозу для беспилотников. Масса боевой части ударного крыла достигает 60 килограммов, заявляет Украина. При этом украинские военные напоминают, что ВСУ впервые столкнулись с Нурсами в 2022 году в боях за Бахмут и Солидар, а позже в районах Урожайного и Красногоровки в Донецкой области. Тогда армия России атаковала украинские позиции Нурсами с вертолетов. Цитирую. Но не светит ни одному вертолету или самолету добраться туда, где летает свободолюбивая украинская птица, беспилотная. Поэтому этот комбинированный способ применения камикадзе плюс 8 Нурсов открывает совсем другие возможности. Двери на свободу. Уже начиная с понедельника экс-глава офиса Зеленского, вероятно, покинет платную камеру СИЗО, где он провел выходные, и выйдет на свободу. Ожидается, что 18 мая на счет Высшего антикоррупционного суда Украины будет перечислен залог за Ермака – 140 миллионов гривен, более 3 миллионов долларов. Напомню, чтобы внести залог и освободить из СИЗО бывшего главу президентского офиса, деньги собирали в авральном режиме, но большая часть суммы, около 2 миллионов долларов, была найдена в прошлую пятницу, когда банки уже были закрыты. Поэтому, как заявил адвокат Ермака Фомин, залог просто не успели внести. Причем кто внес недостающую сумму, пока загадка. Депутат Верховной Рады от оппозиции Железняк утверждает, что задачу срочно найти средства на залог для Ермака поставил сам Зеленский. Отмечу, 14 мая суд арестовал Ермака на 60 суток с возможностью выйти под залог по делу об отмывании денег. Экс-главу офиса президента обвиняют в легализации около 460 миллионов гривен. Это почти 10,5 миллионов долларов через проект элитного комплекса под Киевом. Арест первой леди. Зеленскую отправят за решетку, а сам Зеленский заявит о разводе. Причина уголовного преследования супруги украинского президента – расследование антикоррупционных органов. Такие заявления накануне массово появились в российских медиа. Первоисточником стало издание РИА Новости. Авторы ссылались на источники в российских силовых структурах. А дальше волна сообщений пошла по другим СМИ. В публикациях говорилось, что у антикоррупционных НАБУ и САП, которые сейчас занимаются делом Мидас, Ермаком, Миндичем, Цукерманом, теперь есть материалы и на Зеленскую. И, как говорится в заявлениях, поводов много. Кроме того, в публикации есть и такие слова. Источник также утверждает, что Зеленский знает о ситуации. Он якобы усилил охрану семьи и начал торги с западными партнерами. Украинские политтехнологи, по данным собеседника агентства, рекомендуют Зеленскому официально и максимально публично развестись, запустив в СМИ тезис о том, что с 2019 года Елена фактически не видит мужа. Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое ранее публиковало пленки Миндича и вручало подозрения Ермаку, уже отреагировало на эти публикации. Там считают вброс типичной российской пропагандой, фейком и дезинформацией и уверяют, что никаких расследований в отношении Зеленской не проводят. Послушайте. Подобные информационные вбросы являются частью системной дезинформационной кампании со стороны государства-агрессора, направленной на дискредитацию украинских институтов, подрыв доверия к антикоррупционным органам, дестабилизацию общественно-политической ситуации и ослабление единства Украины в условиях полномасштабной войны. Заявление сделали и в Совете нацбезопасности и обороны Украины, назвав публикацию этой информации операцией российской разведки в Украине против четы Зеленских, которая рассчитана на западную аудиторию. Массовый выезд и эвакуация из Украины. Молдова готовится принять 1,5 миллиона беженцев из Украины. Пока что только гипотетически. В случае обострения ситуации в украинском государстве Кишинев не исключает массового притока переселенцев. Как действовать в таком случае, описано в сценариях, которые власти Молдовы включили в национальный план реагирования. В базовом документе предполагается, что в течение 60-90 дней на территории страны может хлынуть огромный поток украинцев, около 1,5 миллиона человек. Пиковая нагрузка в таком случае будет в первые 7-10 дней и ляжет
на южные и северные пункты пропуска. В сценарии сказано, для большинства беженцев Молдова, скорее всего, станет транзитной страной. При этом не исключается, что до 150 тысяч человек захотят остаться в республике. Что касается предполагаемого профиля переселенцев, документ указывает, что до 95% из них могут составлять граждане Украины. Среди них около 60% женщины, а до 55% дети. Большинство, как ожидается, будут пребывать без достаточных финансовых средств и без собственного транспорта. Миллионы украинцев, вероятно, надолго останутся в Европе. Это уже сценарий-прогноз ООН. Согласно новому исследованию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, если в этом году будет достигнут хрупкий мир с уступками, то есть Россия сохранит за собой часть украинских территорий, то почти 3 миллиона украинцев останутся в Европе минимум до конца 2029 года. Если война продолжится, говорится в исследовании, в Европе на конец 2029 года будет уже находиться больше 5 миллионов беженцев из Украины. По самому оптимистичному сценарию ООН, который предполагает победу Украины до конца этого года и полную деоккупацию территорий, в Европе все равно останется треть украинских беженцев. Знаю, что среди зрителей много украинцев, которые вынуждены были выехать из страны из-за войны и сейчас проживают за границей. Друзья, какие у вас настроения и какие факторы повлияют на ваше возвращение в страну после стольких лет жизни вне Украины? Напишите, пожалуйста, свой ответ в комментариях. Российские силовики подняты по тревоге. Спецоперация в Санкт-Петербурге после захвата Большого императорского трона в Эрмитаже. 45-летний мужчина, как пишут медиа, бизнесмен, прорвался через ограждение в Георгиевском зале Зимнего дворца, уселся на исторический трон и начал громко зачитывать манифест о банкротстве, взятках, кредитах и разорении. Когда сотрудники музея попытались его остановить, он достал нож и начал угрожать. После чего посетителей срочно эвакуировали, а в зал ворвалась Росгвардия. У задержанного изъяли нож, спрятанный в обуви, а сам Эрмитаж уже назвал произошедшее вооруженной провокацией. Экспонат же будет отправлен на экспертизу. Нетаньяху срочно созвонился с Трампом. Говорили о войне в Иране. Об этом сообщает Times of Israel и журналист Axios Барак Равид. Отмечается, что израильский премьер-министр набрал президента США накануне закрытого совещания по безопасности в Израиле. Выступая на заседании правительства за несколько часов до разговора с Трампом, Нетаньяху и заявил, что намерен обсудить с Трампом его впечатления от поездки в Китай и другие вопросы, подчеркнув, вариантов развития событий предостаточно. Мы готовы к любому сценарию. По данным New York Times, США и Израиль уже усилили подготовку к новой волне ударов по Ирану. Рассматривается сценарий более жестких бомбардировок военных объектов и ключевой инфраструктуры, если Трамп решит выйти из тупика в переговорах силовым путем. Сам же Трамп, как пишут израильские СМИ, после телефонной беседы с Нетаньяху оставил послание для Ирана в True Social, цитирую. Для Ирана часики тикают, и им лучше поторопиться и сделать это быстро, иначе от них ничего не останется. Время имеет и решающее значение. Арест чиновников и военных. Международный уголовный суд начинает охоту за представителями Израиля и делает это максимально тихо. В этом уверяет израильская газета «Гаарец». Авторы со ссылкой на дипломатические источники пишут о выдаче секретных ордеров на арест, которые касаются 2 израильских политиков и 3 военных чиновников, без объявлений, без предупреждений и, возможно, без шанса заранее скрыться. Издание также приводит комментарий профессора публичного международного права Тель-Авивского университета господина Либлиха, который уверяет, что устав МУС не обязывает суд уведомлять подозреваемых о выдаче ордера на арест. Соображения в пользу публичного обнародования ордеров, как это было сделано в случае с президентом России Владимиром Путиным, Нетаньяху и Галлантом, связаны со сдерживанием. Соображения в пользу секретности – это повышение вероятности того, что человек окажется в месте, где его смогут арестовать, добавил он. После этой публикации суд вышел с опровержением. В Гааге заявили, что информация о якобы выданных ордерах на арест 5 израильских политиков и военных не соответствует действительности. Представитель МУС Ариан Майе подчеркнула, никаких новых ордеров по делу Палестины суд не выдавал.
Удар по военным базам США. Новая страна готова вступить в войну. Куба готовит ответный кулак. Запрошена в том числе и помощь Путина. Гавана закупила более 300 ударных дронов у России и Ирана. Сейчас на острове Свободы планируют удары БПЛА по американской базе в Гуантанамо, военным кораблям США и даже территории штата Флорида. Об этом пишет Axios со ссылкой на секретные разведданные. Эти планы могут стать прямым поводом для военной операции США против Кубы, говорится в материале. По данным американской разведки, с 2023 года Куба активно закупает дроны различных возможностей у Москвы и Тегерана и размещает их в стратегических точках по всему острову. Причем в течение последнего месяца кубинские власти запрашивали у Кремля дополнительные беспилотники и военную технику. Разведывательные перехваты также показали, что кубинские спецслужбы пытаются изучить, как Иран сопротивлялся США, говорится в публикации. В Вашингтоне не считают, что Куба готовится к немедленному нападению, однако, учитывая расстояние от острова до Флориды, около 145 километров, лучше быть начеку, заявляют американские чиновники. Когда подобные технологии находятся так близко к нам, а рядом действуют террористические группы, наркокартели, иранцы и русские, это вызывает серьезную тревогу, заявил чиновник. Угроза растет. Украинцам, россиянам, белорусам вход запрещен. Германия закрыла один из своих самых крупных военных музеев для граждан 26 стран. Речь о музее в городе Кобленц. И ограничения там ввели еще в начале марта. Но СМИ обратили внимание на запрет после резонансного случая, когда гражданку Украины, которая специально приехала в Кобленц с детьми, не впустили в этот музей. На сайте учреждения сказано, что в связи с требованиями военной безопасности гражданам более 20 государств вход на музейные выставки запрещен. При этом каждый посетитель обязан предъявить удостоверение личности. Учреждение принадлежит Бундесверу, отмечает издание, и, несмотря на открытость для публики, официально считается учебной коллекцией оборонных технологий. Последняя версия этого списка, составленная в 2022 году, включает в том числе Россию, Украину, Беларусь, Иран, Пакистан, Молдову, Афганистан, все страны Кавказа и все 5 государств Центральной Азии. Берлин публично не раскрывал конкретных причин включения этих стран в этот список. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если оставите свой лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. Ищите меня и завтра в сети вручную. И до встречи.